Вы смотрите программу «Территория гласности», и сегодня у нас здесь Семен Новопроцкий, журналист, заместитель главного редактора газеты «Время новостей» и обозреватель газеты «РУ». Добрый день. Здравствуйте. Как вам новость о том, что в очередной раз был продлен срок содержания под стражей Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Уже в очередной раз, какой уж по счету. Да, спрашивается, почему это называется новостью. Новостью было бы, если бы не продлили срок, конечно. Но мне кажется, это, в общем, совершенно предсказуемо, потому что, к сожалению, этот процесс, в общем, так строится, что власть, по-моему, не знает, как из него выпутаться, хотя, в общем, выпутаться из него можно. Семен, как бы вы предложили выпутаться? Президент России, который все-таки сейчас является, с моей точки зрения, ключевой фигурой для того, чтобы выпутываться, у него есть шанс. Как выпутаться? Как ни странно, используя телефонное право, дать команду судить по закону. И тогда это будет самый надежный способ, потому что понятно, что можно там монаршей волей, да, просто выпустить. Вот. Но если говорить о том, как лучше всего сделать, это просто ввести процесс в правовое поле. То есть на самом деле начинать судить по закону, а не по заказу. Это может быть реально только в том случае, если нынешний президент России вообще захочет быть полноценным и самостоятельным президентом, захочет идти на второй срок и не захочет, чтобы на второй срок шел премьер-министр. Строго говоря, этот процесс – это некая эмблема вообще путинизма. То есть, строго говоря, когда будут изучать историю России при Путине, процесс Ходорковского – это будет один из важнейших знаковых элементов того, что вообще происходило в России. Этот процесс просто на самом деле показывает Россию таким образом, да, дает такой мощный отсвет на то, что вообще представляет собой Россия, что никакие Сколковы, да, никакие попытки говорить о том, что нам нужны иностранные инвестиции, никакие попытки говорить о том, что, оказывается, свобода лучше не свобода, да, что президент говорит, она лучше не свобода. У Дмитрия Анатольевича Медведева есть шанс войти в историю принципиально иным образом. Я не знаю, до какой степени это его греет, но это очень важный шанс, потому что, скажем, экономических шансов, допустим, войти в историю там, ну, принципиальным реформатором, да, допустим, сделать что-то сопоставимое с тем, что сделал Борис Ельцин, ни у Путина, ни у Медведева нету. Вот этот шанс войти в историю, он достаточно простой. Это простой путь, это не какая-то гигантская реформа. Это просто сделать так, чтобы в России начали судить по закону. Возможно, это важнее каких-то нацпроектов. А сколько бы добавило это процентов голосов, как вы полагаете? Есть ситуации, когда на самом деле праведное действие важнее рейтинга. То есть, если человек тратит свой рейтинг на праведное действие, тоже нормально. Но в России даже этой угрозы нет. Потому что в России народ настолько привык голосовать за начальство, что он проголосует за любое начальство, что бы оно ни делало. Вы сказали, что если делать программу «Намедни 2010», вы поставили бы процесс в Хамовническом суде и то, что происходит с ЮКОСом, на доску, вот, там, где важные, ключевые события. С какими бы еще вы их сравнили? Вот. Понятно, что ключевые события какие? Это, конечно, Нурдос с Бесланом. Беслан и отмена выборов губернаторов. Да, это если говорить там, да, о чистой политике. Дело ЮКОСа. Это, конечно, понятно, что война с Грузией. Вот эти события ключевые. И окажется, что на самом деле ни одного конструктивного события нет. Вот это, кстати, на самом деле очень четкая характеристика эпохи. В продолжении темы сказать о вашей статье «Гастарбайтеры повышенной ценности», которая как раз вот сегодня вышла, о законе, который предполагает создание особых условий для въезда в Россию там, талантливых специалистов из-за рубежа. Если мы хотим людей из дальнего зарубежья, они живут в принципиально иной среде. Проблема состоит в том, что невозможно, то есть они уезжали отсюда специально. Вот в том-то вся и проблема, что люди искренне думают, что если мы создадим высокооплачиваемую шарашку, то туда потянутся люди. Может быть и потянутся, но, во-первых, надо будет платить в разы больше. Во-вторых, не факт, что люди променяют свободу, а на самом деле наука и технологии живут и создаются сейчас только в свободном мире. То есть на самом деле есть, да, допустим, тот же очень нравящийся многим нашим политикам Китай. Свобода слова в Китае весьма относительное понятие. Свобода интернета весьма относительное понятие. Так там и нету инноваций. Политическая система. Так вот об этом и речь, что люди искренне думают, что у нас
мы с помощью того, что мы купим какое-то количество здешних и нездешних умов, мы разовьем страну. Изменения должны идти откуда-то, от кого-то, от живых людей, да, которые начинают что-то менять на своих уровнях. Но я понимаю, что на самом деле бизнес, который хочет развиваться, который не хочет, условно говоря, просто ложиться под государство, он заинтересован в свободе. В свободе заинтересованы мыслящие люди. К сожалению, профессионалы в своих областях могут делать карьеры крайне редко. Куда большие карьеры делают люди знакомые, знакомые знакомых, серые лоялисты. Другая часть этой проблемы – это то, что в России огромное количество во власти людей спецслужб по своему образованию, по своим задачам являются разрушителями. Они живут в черно-белом мире. Их задача не допустить, чтобы враг что-то узнал. Их задача победить врага. Задача развития – это задача что-нибудь создать, а не что-нибудь разрушить. Это люди просто не созданные для этого. Дело ЮКОСа – это классический пример того, как именем государства, да, в общем, то есть государство стало рейдером, госчиновники конкретно, они всем известны, стали рейдерами. Назвать вещи своими именами. Одна из принципиальнейших вещей, кроме пересмотра дела ЮКОСа, что можно сделать быстро на самом деле. Еще одна вещь – это возвращение в страну нормальных выборов. Это принципиальная вещь, и, к сожалению, она может быть сделана только сверху. Туда. Путь туда очень простой. Встречается Дмитрий Анатольевич регулярно с представителями парламентских партий и говорит, отныне, просто на встрече с партиями говорит, отныне мы проводим честные, прозрачные выборы всех уровней. Все. И более того, и все. И, как бы, и дальше по цепочке идет команда. Пока ни общество, ни власть вообще не воспринимает никакой программы. Нет в стране никакой программы развития. Это принципиальная вещь. Страна вообще, строго говоря, живет совершенно тактическими интересами элит. А тактические интересы элит – это сохранение бизнес-активов и примножение прибыли. Все. Страна, строго говоря, если говорить о векторе развития, она вообще идет в никуда. На Западе и Гейтс, и другие крупные богатые люди, миллиардеры, изменяют стандарты потребления жизни. Там корпорации переходят на альтернативные источники, да, энергообеспечения, социальный пакет. Ведь вся российская элита, она так или иначе ориентирована на Запад в своей жизни. Она туда эвакуирует детей, эвакуирует капиталы. А тут немытая Россия, понятно. Вот именно. В том-то все и дело, что если люди, у которых есть деньги большие, которые эти большие деньги сделали здесь, не будут катализаторами демократических перемен, то страна будет на самом деле загнивать. На самом деле, даже в интересах крупных и средних предпринимателей, не говоря уже про малых, в этом смысле малые иногда даже бывают более сознательными, чтобы в стране была демократия. Поэтому крупный капитал все возможные рычаги должен использовать, да, ну, то есть финансирование конкретных политических организаций не бояться, да, с одной стороны. С другой стороны, разговор с властью. Власть идет на разговор с РСПП, не надо поднимать лапки. Надо разговаривать, во-первых, на равных, а во-вторых, объяснять власти, что для ее власти доходов, для ее власти стабильности реальной и для того, чтобы страна развивалась, нужна демократия. Как скоро будет обрыв, если ничего не изменится? К сожалению, это во многом мой родной Узбекистан. Мы видим, что происходит в Киргизии. В Киргизии, кроме всего прочего, происходит просто распад государственности, он становится атомарной. Но ведь проблема состоит в том, что мы видим элементы такого распада и на Российском Кавказе. Мы видим элементы такого распада и на Российском Дальнем Востоке. Мы когда-то года полтора назад писали текст. Речь шла о китайской фирме, которая работает в еврейской автономной области, которая там, значит, занимается бизнесом, которая платит налоги в Китай и которая поставляет товары в Китай. То есть, на самом деле, просто уже есть китайские фирмы, которые работают в России, но которые вообще не связаны с российской экономикой. Как исход дела в Хамовническом суде может повлиять на реальные события в политике и экономике? Условно говоря, вот освобождение Ходорковского и Лебедева – это необходимое, но недостаточное условие для демократических преобразований. Отсутствие прогресса в этом деле – это абсолютно точное свидетельство того, что страна как двигалась, в общем, в тупик, так она туда и будет. На самом деле, дело Ходорковского, как и выборы, дело Ходорковского и конец того типа госпропаганды, который существует на телевидении, это три индикатора, по которым можно судить о том, что в стране будет что-то меняться. Если эти три вещи произойдут, если в стране опять заведутся честные выборы и можно будет спокойно регистрировать партии, вот, если изменится ход процесса этого, и если в стране появится, соответственно, нормальное телевидение, главный общенациональный, прежде всего, канал, вот это три признака будут того, что страна начинает возвращаться к норме, к некоторой, куда она мучительным образом
образом пыталась прийти в 90-е годы, была близка к этому во второй половине 90-х годов и, к сожалению, сорвалась. У нас в программе был Семен Новопрудский, заместитель главного редактора издания «Время новостей», обозреватель газеты «РУ». Большое спасибо.